Друзья, прямо сейчас вы увидите на нашем канале невероятную девушку. Это Мисс Вселенная. И она, чтобы вы понимали, она тоже на самом деле из Казахстана. Вот только что буквально у нас сейчас ночь здесь, в Турции, в Лос-Анджелесе, где проживает Кристина Минисова, именно так зовут Мисс Вселенную. Она сейчас живет в Лос-Анджелесе, у них утро. И это не просто очень красивая девушка, она очень интересная, умная девушка, поэтому я думаю, что вам всем будет интересно с ней поближе познакомиться. Я оставлю нашу беседу с ней практически без сокращений, практически без монтажа, потому что мне кажется, что вам будет очень интересно познакомиться с Мисс Вселенная. В общем, приятного просмотра и внимания на экран. Hello, good morning, Miss Universe. Hello. Okay, wait, let me... Отлично. Отлично. Супер. Калкавай. Все хорошо. Жақсы. О, казахский отлично. Уже изучаем все. О, супер. Стоит ли с короной просто все интервью сделать? Или пусть рядом? Но она же тяжелая. Она же тяжелая. Нет, она нормально. Она очень хорошо. Очень нравится мне. А когда еще одевать? О, супер. Да, первый раз у нас на канале Мисс Вселенная. Я вообще первый раз с Мисс Вселенной разговариваю, даже волнуюсь. Наверное, если бы мы вживую встретились, я вообще, наверное, в обморок бы упал. Но думаю, что у нас получится интересная беседа, потому что нашим зрителям очень интересно, как вы вообще оказались в Америке. Я вот тут почитал. Вы, оказывается, первая казашка, которая оказалась на обложке журнала Vogue. Правильно? Да, но я была вместе тоже с казахстанской моделью Зарина Ева, так что мы первые казашки. Первые, о, да. Потом еще вы работаете с продюсером, который был продюсером у Backstreet Boys, такая известная группа. То есть вы закончили консерваторию алматинскую, и при этом еще вот занимаетесь красотой. Как так вообще получилось? И как вы оказались в Америке? Как вы стали моделью? И как вы теперь вот стали еще и певицей? Да, ну, наверное, все-таки певицей я должна была стать, правильно? Я отучилась в Казахской национальной консерватории имени Курмангазы на отделение камерный вокал у прекрасного педагога Гульнара Салвековна, Нургалиева Гульнара Салвековна. Передаю привет. И как бы... Уехав по программе обмена студентов, я поехала учиться в Италию, я продолжила петь классическую музыку, но потом все так поменялось резко, и я переехала в Америку. Приостановила пение, потому что я была беременна, и как материнские хлопоты не было ни до этого. И со временем, когда уже прошло пару лет, я просто побоялась вернуться в классическую музыку. Но ведь душа просит музыки, душа просит творчества. И на самом деле я хотела больше свободы самовыражаться. Я такой человек, который не любит правил, в плане, конечно, есть правила, которые мы всегда должны соблюдать, но я стараюсь всеми возможными путями быть свободна от правил, высказывать свое мнение, рассказывать, что я хочу, быть свободно говорить тогда, когда и что я хочу иногда. Это было, конечно, моим не самым лучшим качеством, и, наверное, такие моменты, то, что я не могла удержать язык за зубами, удерживало меня от моего более ускоренного развития. Но все равно, поэтому, когда я поняла, что все-таки я, наверное, хочу сама писать музыку, сама быть свободно рассказывать и двигаться на сцене так, как я хочу, и призналась себе в этом, и вот таким образом я пришла в поп-музыку. Вот. Встреча с Эндрю Лейн была на самом деле, началась она как больше с модельного. Я познакомилась с ним, когда я снималась как модель в клипе у его артиста. И, естественно, я начала рассказывать, что я еще и певица, еще и оперная певица, и я помню, я заодно сразу же показала, и, как всегда говорится, будь готова на 100% всегда,
И тогда на самом деле, как окажешься в нужное время, в нужном месте, но ведь это же не только оказаться в нужное время, в нужном месте, нужно еще все-таки показать, что ты есть и кто ты есть. Поэтому, да, я помню, для него, конечно, он был приятно удивлен, то, что я без какой-либо подготовки просто стала и такая, а я тоже могу петь, сейчас я вам все покажу, и, ну, типа, я же не знаю, когда я еще увижу такого человека, и поэтому я прям при всех, как бы, небольшой у меня был кастинг, и он такой, окей, подготовься теперь получше, и, может, придешь на студию, послушаем тебя. Вот, так вот и началась моя вокальная карьера. Модельная, наверное, проживая в Лос-Анджелесе, как-то оно само собой, потому что все на самом деле мне об этом только и говорили. Я выходила в магазин, мне говорили, а вы модель? А почему бы вам не попробовать? Я там постила фотографию в Инстаграме, и мне мои подписчики, даже люди, которых я там не знаю, говорили, а почему ты не пойдешь в агентство? Я говорю, а я боюсь, а вдруг не получится. И на самом деле люди, особенно с социальных сетей, несмотря на то, сколько иногда я натыкаюсь на то, что не все меня воспринимают полностью, как я есть, но у меня столько поддержки, особенно до победы в конкурсе, у меня только всегда была позитивная аудитория. Они меня так поддерживали, они просто там за меня кулачки держали. И вот они мне не разрешили сдаться, потому что я, на самом деле, у меня не было ни до модельного. У меня ребенку там полгода, годик. Я вообще пытаюсь разобраться с новыми хлопотами, которые я даже не знаю, как делать, да. Все-таки первый ребенок, все делаю в первый раз. И я помню, я в итоге сдалась и говорю, окей, знаете, я схожу в ваше модельное агентство. Хорошо, я схожу. И я пошла с намерением просто поставить галочку, типа, вот я схожу, и все, и видели, да, не получилось. Я пришла в самые большие модельные агентства. Естественно, я зашла, естественно, я даже не подготовила с собой ни фотографии, ни портфолио, ничего. Я просто пришла так, типа, для себя, ну, не знаю для кого, не знаю, зачем я потратила время, но вот я кому-то хотела доказать, что, типа, видели, да, все, я попробовала, у меня ничего не получилось. Я сходила и так и вышла, я попробовала, у меня ничего не получилось. Я пришла домой, и я запостила следующую историю, типа, ну вот, все, типа, все довольны, я сходила, ничего не получилось, окей, давайте закроем на этом тему. И мне начали приходить просто такое большое количество сообщений, то, что типа и вообще, и про то, как я мыслю, и про то, как с каким настроением я пошла. И мне, помню, кто-то прислал огромный список агентств. То есть у меня, потому что начали спрашивать, в какое количество агентств ты сходила? Я говорю, ну не знаю, 3-4. А говорит, а ты знаешь, что в Лос-Анджелесе агентством, и просто мне прислали вот такой список, и я помню, я была в шоке, я такая, ого, их столько. Вот если ты с каждой сходишь и тебя не подпишут, тогда окей, мы от тебя отстанем. Я такая, окей. Начала я просто в алфавитном порядке потихонечку ходить, и вот подписалась с моим любимым агентством Aston Models. Так и началась моя модельная карьера. Они как здесь называется, бутик-агентство, то есть они небольшие, но они за каждую свою модель, то есть мы как семья, и они за каждую свою модель типа, готовы загрызть, заставить клиентов нас забукать, и поэтому я была очень, на самом деле это был очень хороший экспириенс у меня с ними. Да, ну и получается, что у них теперь в агентстве самая красивая девушка нашей вселенной. Я хочу у вас спросить такой вот вопрос. Вот тем, кто хочет, может быть, заняться красотой. Вот, например, я люблю футбол. Я понимаю, что для того, чтобы лучше играть в футбол, мне надо там тренироваться, больше раз мяч набить, там, больше бегать. А вот в красоте как обстоит? Вот те, кто хочет стать чемпионом по красоте, какие тренировки, может быть, вы можете посоветовать? Или, может быть, что-то еще нужно делать? Ну, тренировки по красоте. Да, это однозначно нужно делать. Нужно, конечно же, быть лучшей версией себя. Никто не говорит быть лучше кого-то. Но надо просто себе честно признаться и сказать, я сегодня та девушка, та Кристина, да, которая десятка, или все-таки я что-то вот могла бы и лучше сделать, да? Даже когда училась в консерватории, у меня был очень хороший педагог по фортепиано, и она тоже очень часто мне говорила,
Я приходила, и я не всегда была готова. Иногда была хорошо, ну, подготовлюсь, и на все 100%. Иногда она говорила, ну вот скажи мне честно, ты сегодня на пятерку сыграла, на 100 баллов сыграла или на сколько? Я говорю, честно, если сказать, что это 100 баллов, и я должна так играть всегда, нет, я сегодня сыграла на 20 баллов, и, пожалуйста, можно я еще все-таки дойду до своих 100. Потому что лучшая версия себя нужно как быть? Нужно быть честной с собой. Если я сегодня лучшая версия себя, это значит, что я такой останусь, правильно? Я хочу быть такой. И никто не говорит, что нельзя будет развиваться, но вот это то, как мы себя оцениваем. И вот если я честно могу себе сказать, да, знаете, вот я себе нравлюсь, и если можно, я такой останусь до 100 лет. Окей, значит, ты себе наконец-то нравишься, и ты добилась того, что ты себя оцениваешь на 10, на 10 баллов или на 100 баллов. Но если все-таки ты где-то себе говоришь, честно, можно еще, пожалуйста, я поработаю, значит, иди и работай. И никто не говорит про то, чтобы стесняться себя. Ну, просто нужно оценивать себя и именно четко понимать, что если я выложилась на все 100%. Точно так же про походку, да, мы можем тренироваться и научиться ходить как лучше. Я очень часто говорила такую фразу на английском: Кристина моих мечтаний. Christina of my dreams. То есть это та Кристина, которая на самом деле лучшая версия меня. У меня есть та Кристина. Она говорит на 7 языках. Она научилась заниматься боевыми искусствами. То есть мне еще есть куда двигаться. Она прекрасно танцует бальные танцы. Она прекрасно танцует классические танцы. Она шикарно поет, она может спеть в любое время, в любом месте. То есть тут я уже подхожу ближе. Она уверена в себе, она не сплетничает, она не завидует, она просто радуется маленьким радостям. И мне есть над чем работать. И вот каждый человек должен просто сказать, типа, насколько я близка вот к тому человеку себя, который вот из тех моих детских желаний. И тогда все, как только ты в своей голове выиграла конкурс, с этого момента ты будешь выигрывать любой конкурс, любой чемпионат по красоте. Да. А вот вы говорили, вот, ну, что, я как понял, нужно оценку себе ставить, постоянно оценивать. Когда вы получали титул, вот вы как чувствовали? И какая вообще максимальная оценка? 100 или 1000? Или, может, 10 тысяч? Какая шкала? Какая для себя максимальная оценка? На самом деле, я все первых 3 дня, то есть конкурс проходил в нескольких этапах. Первый этап был, мы отправили видео про нашу страну, потом мы приехали, у нас был первый этап, ну, уже вживую, это было интервью. После интервью у нас была фотосессия. После фотосессии у нас на следующий день в 7 утра у нас была проходка в купальниках, потом весь день была следующая фотосессия. Третий день опять у нас была фотосъемка и видеосъемка, и проходка по красной дорожке. Потом столько всего было. То есть я все 3 дня выкладывалась на все 100%. Да, у нас еще была такая красивая фотосессия с красивыми крыльями, прям как модель Victoria's Secret. Но на последний день, на самом деле, я не чувствовала себя на 100%. Я помню, я проснулась, у меня была аллергия, то ли я приболела, я как-то в таком настроении была, я не выспалась, я вот была такая немножко расстроенная вообще собой, мне что-то не все нравилось во мне. Но я делала упражнения, которые на самом деле очень легкое упражнение, я увидела его в YouTube, которое как бы говорит о том, что очень часто то, как мы себя чувствуем, показывает в наших движениях. То есть если мы нервничаем, правильно, как мы сидим, мы очень обычно сидимся и съеживаемся, да, то есть мы очень хотим как можно меньше места занимать. А если мы уверены в себе, то мы обычно занимаем как можно больше места. И их теория была такова: а что если попробовать наоборот? Что если наше тело может подействовать на то, как мы себя чувствуем? Даже если вы нервничаете, попробуйте вместо того, чтобы съежиться,
встать и занять как можно больше места. Я помню, я так стояла, и прямо перед своей проходкой сначала было в национальном костюме, а потом в вечернем платье. Я просто стояла, и на меня, так помню, еще проходили, ну, тоже другие девочки, конкурсантки, они все суетились, а я просто встала, ноги широко, причем у меня вечернее платье такое красивое, я поставила ноги широко и руки на поясе стою. И пыталась, ну, как, не то, что я просто встала, я ни о чем не думала, я просто встала, я даже не до конца верила, что это мне поможет, но я просто встала. А что, ну, как, я понимала, что я себя плохо чувствую, ну, имеется в виду, я недовольна тем, как я выгляжу полностью, я нервничаю, и как бы я пыталась себе хоть как-то помочь перед тем, как выйти на сцену, чтобы еще не залезть в ту цепочку событий, когда уже одно что-то плохое началось, и поехали, да, там, ну, там споткнешься об платье, упадешь, уронишь там еще что-нибудь, собьешь девочку и перевернешь сцену, и все загорится, да. То есть я однозначно хотела просто себя успокоить, поэтому я просто стояла, я помню, я стояла, то есть у меня был номер 45, и я была уже готова с самого начала, где-то с первых девочек. Я помню, я вот просто стояла, и все так на меня смотрели. Я так передвинусь поближе, и дальше стою на широких ногах, и руки в пояс, и мешаю всем. Но зато вот, получилось. Может, все-таки оно как-то влияет. Наше тело влияет на наши мысли, точно так же, как наши мысли влияют на наше тело. Да. А, Получается, что вот вы сейчас рассказывали про конкурс, я вот тут подумал, многие же думают, что конкурс красоты — это вот только вот просто вот фотографию берут и такие, так, ну, и сравнивают, так, ну, вот это вот мне нравится, это не нравится. А получается, что конкурс красоты — это же, ну, что-то больше, там, и интервью, да, и вот разные вещи, которые оценивают человека, не только внешнюю красоту, но и внутреннюю. И Мгм. как вам показалось, какое для вас вот было самое вот там сложное испытание? Ам, Ну да, я бы все-таки сказала то, что для меня я очень сильно волновалась, когда я делала видео про Казахстан. Я рассказывала произведение Абая «Лето» на английском языке. И это, конечно, было для меня такое самое волнительное, потому что я не актриса. Несмотря на то, что кажется, что это все переплетается, но я просто никогда ничего такого не делала, и поэтому как бы, я прям взяла себе пару занятий актерского мастерства, и я работала над этой поэмой на английском языке, и как бы я ее записала. И потом, конечно, когда я увидела видео, я была очень в восторге. И следующий момент, на котором я очень нервничала, это было интервью. Потому что, да, на самом деле на интервью очень много чего решалось. Они как бы смотрели, они спрашивали вопросы, спрашивали в целом деятельность, что делаешь, как... И на самом деле они даже предупредили, они сказали, самое главное, девочки, не зацикливайтесь на том, что вы все модели или что вы все там конкурсантки, потому что нам интересно знать что-то большее. И они спрашивали, занимаетесь ли вы какими-то, ну, Мгм. что приносит искру в глазах. Им было вот это интересно. Потому что, да, мы все модели, и как бы говорить, что я просто модель, это как... Они прям предупредили, сказали, типа, если вы будете просто говорить, что вы модели, ничем, кроме модельного там или актерского, или медиа не занимаетесь, то это уже сразу покажет, что, ну, как бы, менее интерес к вам, потому что там, значит, за вот этой красивой картинкой больше-то ничего нет. И на самом деле я очень переживала. Но да, и интервью прошло хорошо, потом и после интервью на самом деле мне стало легче, потому что я почувствовала, что я очень хорошо и спокойно говорила и не тараторила, потому что, как вы заметили уже, я когда начинаю нервничать, как, например, сейчас, я очень сильно ускоряюсь, я очень быстро начинаю говорить, ам, потом терять слова и очень по многу мучать, как, в принципе, я сейчас делаю. Вы, Да, вы ну, и прекрасно, потом очень... прекрасно говорите. Вы зря Да, переживаете. Все отлично. я себя успокоила, помню, и старалась так спокойно, в размеренном ритме разговаривать. И это как-то было очень так интересно со стороны мне наблюдать. Я так смотрела, типа, окей, можешь, когда хочешь. Да. А, Хочу еще вот спросить у вас, вы сказали, что вы читали Абая на английском языке, потом Мгм.
что тоже вы же представляли Казахстан на этом конкурсе и были в национальном наряде. А что вот вам запомнилось из вашего детства? Что вы помните про Казахстан? Может быть, есть еще такое. Есть сейчас в интернете, может быть, вы видели популярная такая фраза. Есть такой Турсунбек, КВНщик, и Мгм. его голосом там, о, что-то так в Казахстан захотелось, и все вот накладывают под этот звук вот там разные картинки. Мгм. Что вот вам вспоминается при слове Казахстан из вашего детства, может быть, и как часто у вас бывает такое, что, ой, вот что-то в Казахстан захотелось? Ой, ну очень часто. На самом деле, я часто тут рассказываю, я была очень благословлена нашей природой. Я со своего окна видела прекрасные наши горы алматинские, да, я видел, типа я все время там на выходных ездила на Медею, и, конечно, очень скучаю по этому виду. А потом также с моего юношества, уже когда я часто там вспоминаю, как мне захотелось обратно в Алматы, это когда там, не знаю, я еду, там, у нас улица, да, она сейчас переименована, но на тот момент она называлась Фурманова, и для меня она Фурманова. Еду вверх по Фурмановой, и вот эти горы, и мою мой университет, Казахскую национальную консерваторию, ДК напротив. Конечно, очень много воспоминаний, и причем это не только из детства, потому что я же там прожила до 2014 года. Мгм. И на самом деле я часто приезжала назад, просто из-за пандемии сейчас как бы не получается так часто ездить, потому что иногда взять такое большое количество времени там, от своего агентства и не работать, и не ходить на кастинги, это одно, но просто еще же всегда есть риск, а вдруг, если я поеду, а потом в обратную сторону там не будет перелетов, и из-за пандемии, как бы с ее начала я не ездила. Вот, но я уже думаю, на следующий год у нас уже я все больше и больше вижу людей, все спокойно летают, через Польшу есть хорошие перелеты. Так что вот, я уже планирую на следующий год. Пока я ношу этот титул, я думаю, я приеду в Казахстан Ага. с этой большой короной и с этой лентой. О, это будет супер, наверное. А что первым делом сделаете, когда приедете? А, Приведу пример. Я недавно разговаривал с одной девушкой. Она сказала, что я как только выйду с самолета, я сразу пойду в ближайшее кафе и закажу себе шашлык. О, да, а у меня, я знаю, то, что у меня, типа, мои родные мне приготовят бифрак, и я хочу казы. И мне даже везли недавно казы из Казахстана и забрали у них казы на таможне. И я хочу казы, да, и я знаю, шужок и казы. Я обязательно поеду. Еще Корт. Ну, Корт, на самом деле, в Лос-Анджелесе я тоже нахожу. У меня есть Мгм. свои выходы. А вот конину, конечно, здесь Да. не найти, поэтому, да, это будет мое первое, что я сделаю. А потом, наверное, вот с этим казой и в другой руке шажок я поеду вверх по Фурманова, потом по Досток и на видео. Да. А, Кстати, еще вопрос по музыке у меня для вас есть. Потому что вот сейчас есть, и вы тоже сказали, что иногда бывает важно оказаться в нужное время в нужном месте. Есть один Мгм. популярный диджей из Казахстана, который тоже, вот, как говорится, оказался в нужном месте и в нужное время. Его зовут Иманбек Зейкенов, диджей Иманбек. Есть еще один казах, который тоже прославился на весь мир, но совсем в другом жанре. Его зовут Димаш Кудайберген. И Мгм. я вот хотел у вас спросить, а у вас музыкальные пристрастия какие? И слушаете ли кого-то из а, кто из Казахстана сделал большую карьеру уже, или, может быть, кто-то еще не сделал? Какие музыкальные у вас предпочтения? Ну, конечно, ну, Димаш это просто же кумир. Когда Димаш в самом начале только еще в Китае прославлял нашу страну, я еще была в Казахстане, и мы всей страной болели, конечно. И потом он приехал сюда, и у него здесь такие головокружительные успехи. Я всегда слушаю его музыку. И Иманбека тоже, как я кричала, когда он получил Грэмми, это же мечта, это же просто шикарно. И причем на самом деле
это же и даже лучше, он же ведь живет в своей стране, то есть ему как бы даже не пришлось менять место жительства. То есть у меня немного другой кейс. Чтобы мне работать в моей индустрии, мне как бы пришлось поменять и переехать сюда, и у меня нет такой свободы из-за работы, как бы там находиться там в Казахстане или путешествовать, потому что модельный бизнес там, где я должна находиться полностью, как я есть. Да, если бы, наверное, все-таки только музыкой занималась, то уже было бы больше свободы находиться и путешествовать, там, или в Казахстане находиться. То есть, конечно, я прям обожаю. И вот этот его ремикс, я помню, я не ожидала, я его так обожала, этот ремикс, и в ТикТоке, я помню, я даже делала видео под него, и тут я узнаю то, что это наш человек, это гордость. Да, а вот в вашей музыкальной карьере, вот это два таких примера. Безусловно, вы уже прославили Казахстан на весь мир тем, что Мгм. завоевали титул. Вот, ну, это очень сложно в красоте получить такую невероятную награду. Но вы еще же сейчас занимаетесь музыкальной карьерой. И я вот у вас тоже хотел спросить, а вот вдохновляетесь, может, примером Иманбека, или, может быть, Димаша, или, может быть, у вас собственное видение вот музыкальное? Да, у меня немного собственное видение. Например, наша вот последняя песня, но да, такими средней Азии мотивами, да, вдохновляемся. То есть мы выпустили песню с певицей из Турции, Джансел, и мы с ней выпустили песню, в которой вот наша... Помню, мы когда с ней разговаривали, вначале только-только собирались и хотели записать песню. Мы хотели именно показать наши мотивы, ну, именно восточные мотивы, но при этом, чтобы песня была на английском, чтобы... Да, потому что я понимаю, что там, например, там в Америке, чтобы им познакомиться с нашей культурой полностью, тяжелее все-таки, например, записать песню на казахском языке, и чтобы они вот полностью здесь она настолько зашла, потому что они все равно здесь немного по-другому смотрят на музыку, и как бы им важно понимать слова. И поэтому мы хотели именно добавить в музыку мотивы, но при этом точно так же продолжить записывать ее на английском. И как бы у нас получилась классная песня, называется Crown. Надо же, наверное, я каким-то Мгм. образом притянула себе корону, потому что мы ее выпустили еще в апреле или марте, вот, и вот, и вот. Да, как сила мысли, сила слова, она невероятна. Скажите, а вот сейчас какие у вас планы? Может, можете поделиться, что какой следующий этап вы для себя видите в будущем? Да, ну, до конца года у меня очень большое количество съемок уже расписано, поэтому да, я обязательно должна, ну, как бы я должна их закончить, так как это контракты. Но после этого я бы хотела все-таки больше сфокусироваться на музыке, потому что я выпускала я музыкой занималась очень так, в свободном ритме. Около одной песни в год я выпускала. В этом году я уже сделала гораздо лучше. Я выпустила 3 песни. Но я хочу именно на следующий год полностью выпустить альбом и сфокусироваться на музыке, и сфокусироваться на благотворительности. Я хочу посвятить большое количество времени на борьбу эм, с human trafficking. Это, да, типа это люди, а, когда... Ой, извините, сейчас. Это не то, чтобы я русский забыла, окей, не то, чтобы я тут понтуюсь, типа, ой, как это на русском. Я просто, когда в Казахстане жила, я не фокусировалась на благотворительности, поэтому. Human trafficking — это борьба с перевозом людей, незаконной перевозкой людей С и похищением, да? эксплуатацией людей. Похищением. Да, и с эксплуатацией людей, потому что все-таки, несмотря на то, что это звучит как сумасшествие, типа, как же так в 2022 году, да, но до сих пор, если посмотреть, поискать и попытаться разузнать, то узнаешь, что огромное количество детей, людей до сих пор похищают, и до сих пор они в рабстве, то надо что-то менять. Вот я очень с Нового года я хочу посвятить большое время
именно не только ресурсами, но именно временем, и именно временем и работая самой, а, ну, таким организациям. Да. А, Я думаю, что у вас все получится, тем более, что вы сейчас привлекаете огромное количество внимания. Вот вы говорите, что у вас фотосессия, вы явно на расхват. Поэтому спасибо, что смогли уделить время нам сегодня немного. Спасибо, что украсили наш канал своей красотой. Поздравляю вас с этой невероятной победой. Шикарная корона. Вы шикарно выглядите. Я тоже невероятно счастлив, что мне удалось сегодня с вами побеседовать. Пожелаю вам удачи в ваших начинаниях, чтобы у вас все получилось в музыкальной карьере, чтобы у вас получилось съездить в Алматы, хорошенько покушать. Вот. Ну и все, что вы бы ни делали, пускай у вас будет, вот вы говорили, что есть оценка баллов, пускай все будет на 100 тысяч миллионов баллов сразу. Да, спасибо большое, Иван. Спасибо большое, что пригласили меня сюда, и на самом деле я так рада просто поговорить с вами. И, кстати, я все хотела спросить, и мы ушли в вопрос. А вы пробовали хазы или хумас, или что же? О, слушайте, сколько? Прям как вы, я себя сейчас чувствую, потому что я сейчас живу в Турции, и я должен был поехать. Точнее, я планирую поехать к Димашу Кудайбергену на концерт в Казахстан, который состоится 23 сентября, вот уже буквально на днях. Там сейчас мне надо кое-какие дела здесь, планы уладить, чтобы я мог туда отправиться. И я безумно скучаю по казахской кухне. Я был в сентябре и октябре 2021 года, я попробовал все. И бешбармак, и сырне, и все вообще. И то есть, вообще! Очень я надеюсь, что все получится. И вот в конце сентября у меня будет не только приключение на концерт Димаша, не только встреча со всеми друзьями, но еще и гастрономическое, такое настоящее гастрономическое путешествие. Путешествие. Супер, вообще классно. Ну, тогда покушайте за меня и присылайте фото. Обязательно, да. Хорошего вам дня. У вас только начало дня. И еще раз спасибо. Спокойной ночи. Спасибо. Все, снято. До свидания. Спасибо большое. Спасибо вам. Да, она и вправду тяжелая. Все, спасибо большое.